Здесь у нас, судя по всему, Caterpillar. И еще здесь когда-то был автомат. Михаил, так, вопросы. Что делали по программной части с двигателем? Программную часть? Да. В общем, все датчики поменяли по кругу на нем. Ага, Подняли Федоровскому, эти клапана подняли на Асерте. ага. Ну, вроде как чуть побыстрее, да, стал ехать-то? Чуть получше, но Чуть всё равно получше. по подъему боится. Ну да. Ну, короче, с тягой проблема какая-то. Ну, да. Так, я понял. Покупал я его в 2011 году с Канады с пробегом что 200 миль. Вот так вот сыновья так что-то и не едет. Поменял на нем еще одну форсунку, поменял сразу же. Турбину нижнюю менял. Тоже не открылась. Ну, что, помпа, компрессор. Ну, короче, достал он. 2 года стоял под забором, не знал, что с ним делать. Ясно. Но мотор геморройный на самом деле, в плане эксплуатации его в наших условиях. Но я покупал, как альтернатива была или Детройт 15, или вот этот C13. Вот мне говорит, там, Миша говорит, лучше возьми вот эту вот. Детройт 15 вообще какая-то беда там вообще какая-то. Мне кажется, было бы проще с Детройтом. Машина-то, сама база-то хорошая. Сюда, если что, можно Детройт засунуть 12,7. Ну, 12,7, ну да, так нет. Без ЭГР. Юнайтед говорит, давай засунем, так что Детройт. Если потом не продать ничего, будет там всю жизнь ездить. А то, что этот этот класс высокий. Ну, не классы, двигатель другой совсем. Не, они же с завода ставились. А? Они с завода Я же. знаю, нет, ГИБДДшник, ты видишь, что там стоит же, в ПТС-ке-то, что там стоит. Как? Это да. Ну, можешь вписать. Это не проблема. В Федоровском парни сказали, значит, так, там тоже везде профессора, все знают, короче, говорят, что Ага. или вот сейчас вот если клапана подымем, если не попрет, значит, тогда и топливное виновато. Форсунки. Ну да. Понял. Ну, А это мы- топливную, говорит, лучше не лазь, это вообще, говорит, легче двигатель поменять. Я понял. Ну, Это кстати, лет 5-6 Caterpillar назад сюда бахнуть чем-то будет проще, потому что у катов разъем, который на компьютере, второй, Ну он да, универсален, да. перешивать надо, там геморройно будет. Ну, Фред, ну, в смысле, он уже подкат, подшитый, зашитый сам. Да, ну, Машина. электроника сделана под кат. Да. Да, то есть сюда, допустим, там C12, C15, там 2КС, 6NZ, Проблема в чпок том, что и... их вообще сейчас не стало. То есть живых вообще нету, которые... Найти сложно, да. Не, найти можно, но сложно. Ну да. Появляется. Иногда, всплывают. Ну, что-то редко. Детройтов-то много. Детройт нет, давно уже тут. Давай, говорит, снесем, Детройт поставим. Детройтов, вот я скажу, что хороших реально уже практически нет. Но есть какие-то варианты. С Кореи, с южной тащат Детройт из-под самосвалов. Там они вроде хорошие. Ну, нет, тут можно взять Детройт любой, взять там, перебрать его, там проблем-то особо Ну, нет. тоже да. Сейчас тогда сделаю диагностику, в плане там проверю форсунки, проверю, как все работает. Попробуем что-то предложить, какие-то решения. Так, ладно, тогда приступлю к диагностике, чекну все и посмотрим, что можно сделать. Стоит Caterpillar LEE. Это C13 кат, оборудованный 2 турбинами, системой Acer. В данном случае это система менеджмента впускными клапанами, 2 турбины, управление охлаждением, управление рециркуляцией выхлопных газов обратно в двигатель, а также сажевый фильтр. Конкретно на этой версии так было. Здесь уже, как я понял, частично отключена экология, вырезан сажевый, теоретически вырезан EGR, система рециркуляции выхлопа. Сейчас посмотрим, как там это все сделано, правильно или нет. У нас есть просто грамотные решения, проверенные. Посмотрим, то же самое здесь стоит, либо что-то другое. Протестим аппаратуру топливную, посмотрим, как работают форсунки, как работают датчики, какой надув развивают турбины. В общем и целом сделаем диагностику. Ну и какая проблема у машины? Есть проблема с тягой, она плохо тянет в гору, садится. Я так понял, раньше такого не было, с какого-то момента это началось. Вот мы попытаемся выяснить, в чем же дело и что нужно сделать, чтобы она опять поехала. Ну, по цилиндрам, вот сейчас я отключал по 5, оставлял на одном. Получается, 1, 3, 4 и 5 стали. Нормально только 2 и 6 работают. Это комплекс. Я не знаю, как работает форсунка, потому что я не вижу. Только по косвенным каким-то признакам. Что мы субъективно видим конкретно, когда этот тест выполняем? Значит, каждый... Да, то есть 5 цилиндров отключено, работаем на одном. Это может быть и цилиндр, и форсунка, и клапана. То есть это может быть как и потеря компрессии, так и плохо работающая форсунка. Соответственно, у нас 1, 3, 4 и 5 работают сильно хуже, чем 2 и 6. На 2 и 6 он работает. На 1 почти сразу глохнет. На 2
чуть медленнее этот процесс происходит. 4-й, 5-й также, то есть, ну, чуть медленнее, но тоже пытается заглохнуть. 2-й, 6-й он работает. Такой прикол. Ну, Василий, какой это тест? Ну, Василий сказал, что форсунки не доливают. Не доливают. Может быть такое, да. Смотрите, чтобы прийти точно к тому, что проблема в форсунках не в цилиндрах, форсунка снимается, ставится на стенд, смотрим проливы, смотрим распыл, давление, на котором открывается распылитель, и вообще визуально под каким углом и как... Качок, да. Да, проверим, сейчас мы визуально там покачаем. Есть такое, да. Ну, нет, тест хороший в плане просто визуально посмотреть, как распыляет, все ли отверстия работают и на каком давлении поднимается игла. То есть, ну, как бы сойдет. То есть можно так проверять. Но это только распылитель. Надо еще проверить проливы. То есть это уже по-любому на стенд. Желательно с пьезодатчиком, чтобы видеть именно время отклика. То есть когда импульс пришел на форсунку и когда у нас произошло распыление. Ну, короче, вот так обстоят дела. Это просто, ну, то, что вижу, то и говорю. Есть разный вариант ремонта. Есть с восстановлением поверхностей. Это какое-то напыление, проточка, какая-то мехобработка. Обычно этого хватает ненадолго, как правило. То есть это что-то напылили, притерли, и оно там еще какое-то время в каких-то режимах поработало. Я больше к тому, чтобы ставить, ну, новые распылители, электромагнитные клапана, они там в сборе идут. И, ну, проставки тоже есть новые. Ну, я не знаю, правда, на эту форсунку, наверное, ни хрена не продается, но на подобные, ну, как бы есть. Ладно, потестим дальше. Смотрим, что из этого выйдет. Вот картинка. Там вот эта вот труба, это охладитель какой-то. ЕГРовский такой, да? Нет, ЕГРовский вон он. Да, это тоже охлаждается антифризом, но это не газы ЕГР, другое. У Caterpillar, честно, извращенная система. Вот он строго под этой трубой. Ну, вот этот датчик. Нет, не атмосферного. 36-86. Температурный, не давление. На 2 контакта. Короче, вот я вытащил датчик. Посмотрим, оно, не оно. А что они меняли-то? Все подряд меняли, короче. Прислали, заказывал им, привозил, они там все это ставили. Я понял. Я просто не знаю, ну обычно так не делают. Ну нет смысла же все подряд менять. Датчики визуально такие все древние, старые. Вот здесь датчик температуры в коллекторе есть, вот он. Сейчас на входе в на выходе из турбины там датчик стоит. Это, наверное, он. Вот ЕГР. Это датчик температуры газов ЕГР. А мы сейчас вытащили Air Inlet Temperature. Это не тот. Это точно не тот датчик. То есть это датчик на газов ЕГР. Он должен стоять после охладителя. Ну, по логике. Сейчас поищем. У Caterpillar еще названия такие странные. То есть у всех остальных оно называется как у всех, а у Ката нет. У Ката система сажевого фильтра ARD, система ЕГР CGI. Так, вот он. Патрубок этот ЕГР. На нем должен быть где-то датчик. Вон там какой-то датчик есть. Но он с той стороны, это на входе. Он в итоге просто это осыпется, знаешь, как это. Вот так вот, типа. И все. Ну, это то, что меняли под клапанной крышкой, да? Я это? не знаю, что тут. Ну, да, скорее всего, да, ну да. Масло этот регулирует подачу. Короче, дельта Пи я отстегнул. Так, вот он, патрубок пошел сюда. То есть датчик должен быть на этом патрубке, но его здесь нет. Значит, он где-то в другом месте. Я предполагаю, что это вот он. Только он уходит туда, куда-то там вообще. Температура ЕГР горела, ошибка. Сейчас она не горит. Ну, прокатитесь, посмотрите. Всегда производитель, когда пишет программное обеспечение, он, как правило, либо разрабатывает какую-то свою специфичную среду, в которой он это программное обеспечение пишет, либо, если он использует, ну, какие-то инженерные там, ну, короче, готовые какие-то решения, то есть всегда описание. То есть, вот, допустим, там, вот этот код, ну, строка, она означает то-то, то-то. Я к тому, что такого не бывает, короче, чтобы программа была, ну, не структурная, то есть, ну, типа, монолитная. Я честно, я на настройку этой программы для Детройта потратил полгода. Это делалось, ну, на одной машине, рейс за рейсом, разные параметры, разные характеристики. Короче, рассмотрим, что проверяем, и да. потом там работаем. Ну,
Да, здесь проблема с форсами явная. С остальным была ошибка по этому датчику. Возможно, она больше вас не побеспокоит. Но это не точно. Ну, по крайней мере, она пропала. Если побеспокоит, ну, посмотрим, поковыряемся. Все, да, удачки. Завершили диагностику. Значит, горела ошибка по датчику температуры выхлопных газов в системе CGI. Так как здесь машина прошивалась и отключалась экология, по идее, этот датчик не должен был гореть, но активная ошибка. Я решил зашить свой софт, ну, у меня была программа под CAD, под 13. После прошивки ошибка ушла. То есть сейчас ошибок нету, ну, рассчитываем на то, что больше не появится, то есть машина поедет. Ну и, конечно же, у нее проблемы с форсунками. Там 4 цилиндра, они еле-еле работают. Вот, но на этом все, как бы, по этой машине завершили. Пока что. Может быть, еще вернется.